Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас хотя бы слышал, а многие пробовали алкогольные напитки, изготовленные на основе риса. Эта категория алкоголя очень разнообразна, и в разных странах Азии сложились свои многовековые традиции производства. Например, если взять страну восходящего солнца, то при словосочетании «японский алкоголь» у большинства возникает образ всем хорошо известного саке. А если подумать про их соседей, Корею, то в этой стране очень популярен такой напиток, как макколи. Это слабоалкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения риса без последующей перегонки. По сути, их можно условно назвать рисовым вином, поскольку технология производства во многом напоминает виноделие. Происходит только брожение, а крепость остается относительно невысокой. Если же говорить о крепких напитках, получаемых путем дистилляции, здесь выбор тоже достаточно большой, и многие сразу же подумают про Поднебесную. Так как самый известный представитель сейчас буквально заполонил весь мир. Это, конечно же, китайский байдзю. Но несмотря на его огромную популярность, лично для меня это один из самых неоднозначных напитков. Я неоднократно его пробовал, но так и не смог полюбить ни его аромат, ни вкусовой профиль. Хотя прекрасно понимаю, что у него огромное количество поклонников. Есть еще японский сётю, менее известный за пределами Японии, но этот напиток также может производиться из риса, в том числе из риса. И традиционно получается за одну перегонку. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть корейский соджу. Пожалуй, самый известный корейский алкогольный напиток в мире. Именно традиционный рисовый соджу я и хочу взять за основу в этом видео. Точнее, намного более традиционный, нежели тот, что сегодня массово продается в магазинах по всему миру. И уже имеет мало общего с историческим способом производства. Современный промышленный соджу, как правило, изготавливается на основе уже готового ректификата. Такой спирт получают из самых разных видов сырья. Картофеля, батата, тапиоки, зерновых культур разных и других источников крахмала. Затем его просто разбавляют специально подготовленной водой до необходимой крепости. И добавляют компоненты, которые придают напитку легкую сладость и делают вкус более мягким. В результате от традиционного рисового напитка в большинстве современных брендов осталось совсем немного. В начале этого видео будет немного теории и исторической информации. Если вас интересует исключительно практическая часть приготовления напитка, можете ускорить видео или перемотать до нужного вам эпизода. Но тем, кому интересно понять, почему современный соджу так сильно отличается от своего исторического предшественника, рекомендую посмотреть этот небольшой экскурс. Я очень старался. Дело в том, что в 20 веке Корея переживала очень тяжелые времена с серьезным дефицитом продовольствия. Рис всегда был жизненно важным продуктом питания, но в данных обстоятельствах использовать его для производства алкоголя государство посчитало просто недопустимой роскошью. Поэтому производство алкогольных напитков из риса было запрещено. Производителям пришлось искать альтернативные виды сырья, переходить на производство спирта из других продуктов, содержащих крахмал. Позже эти ограничения были сняты, однако за годы действия запрета промышленность уже полностью перестроилась. Массовое производство соджу стало основываться на ректификате, а традиционная технология сохранилась лишь у отдельных небольших производителей, которые продолжают поддерживать исторические рецептуры. Для приготовления сегодняшнего напитка я буду использовать так называемый тайский клейкий рис, в данном случае от бренда Арой. Сразу хочу сказать, что для такого рецепта совсем не обязательно покупать дорогой или какой-то редкий сорт риса. Если вы живете в странах бывшего Союза, вполне подойдет самый обычный рис, который продается практически в любом магазине. Более того, можно использовать даже самые недорогие сорта и рисовую сечку. На конечный результат это не окажет какого-то критического влияния. Например, в Казахстане можно взять самый популярный баракат. В России будет краснодарский рис, наверное. И любые другие доступные сорта. Если же хочется немного поэкспериментировать и максимально приблизиться к азиатским традициям, можно использовать рис азиатского происхождения. Это может быть японский рис, корейский чапсаль, вьетнамский или, как в моем случае, тайский клейкий рис.
Сорта могут отличаться внешне, одни более круглые, другие длиннозерные, отличаются размером, формой, степенью клейкости. Но главное здесь не форма зерна, а содержание крахмала. Именно сорта с высоким содержанием амилопектина позволяют получать немного иной вкусовой профиль и аромат будущего напитка. Лично мне больше всего нравится корейский рис сорта чапсаль. К сожалению, к моменту съемки он у меня закончился, поэтому сегодня я буду использовать тайский рис. Да, такой рис стоит несколько дороже обычного краснодарского или других массовых сортов. Но если вы готовите напиток для себя и хотите немного поэкспериментировать, разница в цене, на мой взгляд, вполне оправдана. Теперь перейдем непосредственно к приготовлению браги. В качестве ферментного препарата я буду использовать Кодзи Angel, китайский аналог традиционных японских кодзи. Поработав с ними и сравнив с японскими кодзи, честно говоря, какой-либо принципиальной разницы я для себя не обнаружил. Если у кого-то есть собственный опыт прямого сравнения разных препаратов и подтвержденные результаты, обязательно поделитесь ими в комментариях. Думаю, это будет полезно не только мне, но и всем зрителям. Теперь несколько слов о самой технологии. В отличие от классической зерновой технологии, здесь не требуется проводить температурные паузы и работать с солодом. При традиционной технологии зерно сначала нагревают по определенному температурному режиму, чтобы подготовить крахмал к дальнейшему расщеплению. После чего ферменты солода превращают его в сахара, доступные для дрожжей. В нашем случае всю эту работу выполняют ферменты, входящие в состав препарата Кодзи. Конечно, за простоту приходится платить временем. Холодное осахаривание обычно занимает значительно больше времени, чем классическая горячая схема. Но для многих это более удобный способ, особенно в стесненных домашних условиях. Кроме того, именно подобные технологии исторически широко применялись в странах Азии при приготовлении алкогольных напитков из риса. Очень часто можно встретить рекомендацию буквально стерилизовать абсолютно все оборудование, которое будет соприкасаться с зерновой брагой. Некоторые винокуры используют растворы йода, еще какие-то специализированные средства. Лично я считаю, что в домашних условиях не нужно настолько сильно усложнять процесс. Я поступаю чуть-чуть иначе. Сначала я просто тщательно мою все обычным моющим средством, фейри, там, без разницы. А затем просто втихаря ворую у жены обычные ватные диски и, смочив их непосредственно собственной сортировкой 96 градусов, тщательно все протираю, дезинфицирую. Кто-то гидрозатвор вообще не использует. Кто-то предпочитает другие способы защиты браги. Я уже давно остановился именно на таком варианте, чтобы гидрозатвор использовать. И в него я также наливаю сортировку. Вы можете делать по-другому, но я делаю именно так. Существуют различные подходы к подготовке риса перед внесением кодзи. Кто-то использует его прямо из упаковки, кто-то предварительно замачивает, а кто-то применяет термическую обработку. Сегодня я решил выбрать нечто среднее между традиционной горячей обработкой зерна и холодным методом. Основную работу по расщеплению крахмала будут выполнять ферменты Кодзи Angel, а я лишь постараюсь ускорить этот процесс. Для этого рис я предварительно отварю, а воду, использованную при варке риса, учту в общем гидромодуле. На мой взгляд, такой способ дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, высокая температура значительно снижает количество посторонней микрофлоры на поверхности риса. Во-вторых, зерно полностью насыщается влагой, становится мягким, а его структура разрушается, благодаря чему ферментам легче добраться до крахмала. По моему опыту, такая подготовка позволяет сократить время брожения на несколько дней. Поэтому пусть каждый сам решает, что для него важнее. Потратить немного времени на варку или немного дольше подождать окончания брожения. Если же спешить некуда, можно использовать и обычный сухой рис, прямо из упаковки. Результат тоже будет отличным. После отваривания я переместил рис в бродильные емкости и немного размешал. После перемешивания риса я заливаю его чистой водой до выбранного гидромодуля. Также я обязательно контролирую, чтобы общая температура оставалась в районе оптимальных 30-35 градусов. Незадолго до окончания остывания риса я отдельно активирую препарат Kодzi Angel. За время работы с этим препаратом для себя выработал оптимальную дозировку 10 грамм Kodzi Angel на 1 килограмм сырья. Берем питерские весы и замеряем точный вес.
Затем растворяем кодзи в теплой 30-градусной воде в соотношении 1 грамм сухих кодзи на 10 мл воды. После чего оставляю все на 10-15 минут для регидрации. Кодзи можно вносить и в сухом виде, однако я предпочитаю предварительную активацию. По моему опыту, в этом случае брожение начинается немного раньше и старт проходит заметно активнее. При желании на этом этапе можно добавить антибиотик. Лично я использую 2 капсулы доксициклина, предварительно растворив содержимое в небольшом количестве теплой воды, чтобы препарат равномерно распределился по всему объему. Сразу отмечу, что это исключительно мой личный подход. Многие винокуры принципиально не используют антибиотики, при этом получают отличный результат. За время своих экспериментов я не заметил отрицательного влияния данного антибиотика на активность брожения или вкус готового напитка. При этом, как мне кажется, риск развития посторонней бактериальной микрофлоры становится ниже. После внесения всех компонентов тщательно перемешиваю содержимое емкости. Устанавливаю гидрозатвор и оставляю брагу в помещении со стабильной температурой около 25 градусов. Устанавливаю крышку, а следом за ним и гидрозатвор. В емкость для импровизированного гидрозатвора я налил сортировку. То же самое я проделал со второй бродильной емкостью, внес рис, кодзи и антибиотик. Устанавливаю гидрозатвор. Благодаря всей предварительной подготовке брага стартовала очень быстро. Уже примерно через час появились первые признаки активного брожения, что для зерновой браги на кодзи является весьма хорошим результатом. Вот здесь хочу сразу предупредить тех, кто делает такую брагу впервые. Если с вентиляцией у вас все хорошо, никаких проблем, но если помещение проветривается не очень, то на следующее утро вас может ждать весьма неинтересный аромат. Запах такой, словно едешь в плацкартном вагоне, все окна наглухо закрыты, а весь вагон перед сном плотно поужинал гороховым супом. Если вам доводилось бывать возле сероводородных источников, то этот запах вы узнаете сразу. Очень похожий аромат. Поэтому тем, кто впервые работает с зерновыми брагами на кодзи, пугаться не стоит. Это совершенно нормальное явление. Дело в том, что в отличие от обычной браги с простыми сахарами, сахарная, фруктовая и так далее, в случае с зерновой, кодзи сначала расщепляют крахмал до простых сахаров, а дрожжи сразу же начинают их сбраживать. Во время этой совместной работы ферментов, дрожжей и компонентов самого зерна, помимо спирта и углекислого газа, в небольших количествах образуются летучие сернистые соединения. Именно они и дают тот самый характерный запах. Не переживайте, с вашей брагой все в порядке. На вкусовых и ароматических характеристиках напитка это никак не скажется. В первые 2 дня после постановки браги, несмотря на предварительное отваривание, часть риса оседает на дно достаточно плотным слоем, а часть, наоборот, всплывает на поверхность, образуя плотную шапку. Поэтому в течение первых 2 суток я перемешиваю брагу 2 раза в день, утром и вечером, каждый раз предварительно обрабатывая лопатку спиртом. Такое перемешивание разрушает плотный слой на дне и шапку на поверхности, помогает равномернее распределить ферменты и дрожжи по всему объему, улучшает их контакт с рисом и дополнительно ускоряет процесс осахаривания и брожения. После первых 2 суток я больше брагу не перемешиваю, закрываю емкость под гидрозатвор и больше внутрь не вмешиваюсь вплоть до окончания брожения. Обратите внимание на один важный момент. Уже на 3-й день гидрозатворы у меня полностью перестали работать. Многие начинающие винокуры в такой ситуации начинают переживать, но это вполне нормальное явление. Первые 2 суток брожение было очень активным. Несмотря на температуру в помещении около 25 градусов, внутри емкости температура самостоятельно поднималась до 32-33 градусов. Сейчас она снизилась примерно до 27 градусов, а гидрозатворы полностью замолчали. Это еще не означает, что процесс закончился. Поэтому не стоит открывать емкости и постоянно проверять брагу. Просто оставьте ее под гидрозатвором еще примерно на неделю. За это время ферменты кодзи продолжат свою работу, а брага спокойно дозреет. Через 7 дней мы снова вернемся к ней, посмотрим на результат и оценим ее готовность. Друзья, прошло у нас 12 дней, сегодня 13-й день
Брага полностью готова. Сверху она заметно вот так вот осветлилась. Мелкие какие-то чешуйки там плавают, но это ничего страшного. Сейчас покажу. Я уже начал просто переливать. На дне образовывается вот такой вот густой осадок из риса. По плотности консистенция похожа на кисель. То есть даже не плотно, ну такой вот весь разваливается. Я что делаю? Я сейчас просто через бытовое сито кухонное, через обычное вот такое вот, все это пропускаю, через марлю не отжимаю, просто то, что попадает через ячейки вот сюда, ну ничего страшного. А такую, ну, достаточно плотную взвесь я вот так вот ее прогоняю, прочищаю. Здесь забиваются эти ячейки сильно. Так туда-сюда. Похоже на пульпу. Вот как бумагу, когда готовят. Вот то же самое. Бумагу, когда делают. Там такой вот взвесью здесь такой плотный. Вот здесь забивается это все. Жидкость вся сбегает. Все, что попадает через вот эти вот ячейки туда вниз. Ничего страшного. Пусть попадает. Так я и буду перегонять. По сути, можно и вообще с этой кашей перегонять. Кодзи достаточно разрушили это все. И в целом, по идее, это не пригорает. Ну, на всякий случай. Большую часть гущи сейчас отцежу и уберу. В общем, получается вот такая у нас брага. И так вот она идет. Протираю. А в остатке вот так жмых остается. Ты говорю, как кисель. На кисель похоже очень. В общем, сейчас все это вот так вот отфильтрую. Достаточно долго это все делается. Отфильтрую и будем перегонять. Ну что, самая длительная теоретическая и подготовительная часть этого видео подошла к концу. Пора переходить к перегонке. Я перелил всю брагу в куб, установив увеличитель, так как в один она не поместится. По нагреву, тут у меня максимальный нагрев, тен и плитка. Итого 8 киловатт. Установлю термометр с сигнализацией. Сигнал у меня на 70 градусов, чтобы не пропустить время, когда нужно подавать охлаждение. В целом все мало чем отличается от обычной зерновой перегонки, любой ароматный дистиллят, когда мы делаем. Здесь я сейчас установлю медную колонну колпачками вверх, чтобы там не было вообще никакого укрепления. И дальше прямоток будем собирать наш спирт-сырец с максимальной доступной данной конфигурации скоростью. Пока собираю аппарат, подключаю нагрев. Температурный датчик я установил. Он нам просигнализирует, когда температура в кубе достигнет 70 градусов. Заранее проверим все узлы на герметичность. Тен я подключил. Здесь устанавливаем максимальную мощность. Все, 8 киловатт у нас. Я думаю, сейчас достаточно оперативно все разогреется, пока мы собираем наш аппарат. Как я и сказал, устанавливаю медную колонну колпачками кверху.
чтобы здесь ничего не задерживалось, никакого укрепления, чтобы прямотоком все проходило. А медь ставлю, тут высота в принципе достаточная, мне увеличение не нужно. Медь ставлю именно с целью первичного отбора сернистых соединений на себя, чтобы все вонючки позабирала. Медянка на себя. С этим она отлично справляется. Здесь нам температурный датчик не нужен, в принципе. Где тут отверстие? Я его сейчас все равно установлю, конечно, чтобы и заглушку поставлю. Нам здесь температура абсолютно не нужна. Она не важна. Будем смотреть на температуру в кубе и отбирать наш спирт-сырец. До нуля я отбирать не буду, просто чтобы с ума не сойти по времени. Я никогда до нуля прям не отбираю. Кто хочет, отбирайте, у кого время позволяет и у кого терпение есть сидеть, ждать, последние вот эти миллилитры отбирать. Мне не нравится. Я отключаю на более раннем этапе нагрев, отбор прекращаю. Приступаю потом уже сразу же ко второй перегонке. Лучше на второй времени больше потратить и хорошо все отобрать как следует. Ну вот и все. Все, у нас аппарат в сборе. Колонна вверх ногами. Медь. Ну, это может быть кто-то из молодых винокуров нас сейчас смотрит. Опытным-то объяснять ничего не нужно. Дальше просто колено прямой, отвод. Здесь холодильник первый. Сейчас вот здесь заглушу игольчатым краном. Да, охладитель. Оно все прямотоком. Вода подается вниз через маленькую перемычку сюда на подачу, на внешний контур. И с другой стороны выливается. Проверил все узлы заранее, пока еще температура небольшая, чтобы убедиться, что все хорошо, все в порядке. Сейчас останется только вот здесь вот заглушить. Это у меня друг попросил. Рожь стоит, водочки, говорит, 20 литров ему надо будет сделать. У него тут мероприятие какое-то готовится, говорит, угости, пожалуйста. В общем, вот так вот. Ну, как видите, поставил на 8 часов. Вот он по умолчанию через 2 часа отключается с запасом. Температура достаточно быстро поднимается, нагревается. В целом перекрыт. Это просто заглушка. Никакой функции, кроме как заглушать отверстие. В данном случае игольчатый кран не выполняет. 5-рублевой монеты у меня нет. Я знаю, что сюда 5-рублевка подходит. Плотно прям зажимаешь, также через прокладку. И можно затянуть. Тогда, чтобы вот это не устанавливать. Ну, ничего страшного. В принципе, и игольчатый кран перекрутить не проблема. Ждем. Друзья, небольшое промежуточное включение. Я уже 3 литра отобрал. Набирается очень быстро. В целом 8 киловатт дают о себе знать. Очень хорошо отбирается. Я просто хочу поделиться первыми ощущениями по ароматике. Даже спирта-сырца со всеми его вонючками. Невероятно приятный запах. То есть очень такой домашний, так скажем, ну, характерный, зерновой, такой, ну, особый зерновой. То есть немного не так, как рожь пахнет и так далее. Ну, очень приятный. То есть я потом это в конце, в заключении наглядно постараюсь, ну, насколько это возможно на видео продемонстрировать, так скажем, попробую. Но в целом знаю просто, что рисовый продукт, он очень мягкий, приятный, невероятно. То есть это один из моих любимых, наверное, вариантов зернового напитка для белого питья. Дорогие друзья,
просто хочу показать. Ну, как раз я посмотрел на камеру. Передаст, да, вот передает. Характерные кружочки. Видите, вот на поверхности пленочка. Это вот как раз, говорят же, эфирные масла. И так далее. Вот как раз вся ароматика, вот она вот в этих соединениях. Сейчас ее как раз выбираем. Ну, по максимуму. А дальше будем, ну, часть из нее, из имеющихся вот этих моментов, компонентов, это все неприятные какие-то, может быть, ароматы, а часть приятные, наоборот. Поэтому сейчас это все отберем и будем делать вторую дробную перегонку. Друзья, как вы можете увидеть, никакого пригара на элементе накаливания не произошло. То, чего мы и хотели добиться. Сейчас буду просто сливать уже остатки. Я решил просто показать, что все идет по плану. Ох уж эти братья-китайцы. Контакт на пищалке отвалился на термодатчике. Сейчас исправим. Итого, по результатам первой перегонки с поправкой на температуру на 25-27 градусов разбавил. Получилось 20 литров спирта сорца. Сейчас будем перегонять уже в чистую. Все, друзья, финишная прямая. Будем стремиться к итоговым 92 градусам в теле. Здесь, в принципе, все стандартно. Разогрев я сейчас разогрею на 5 киловаттах, потом, конечно, убавлю. Индикатор поставил, датчик, пищалку на 70, чтобы воду подать вовремя. Все соединения проверил. Колонна, понятно, в нормальном своем рабочем положении, на частичное укрепление. В принципе, сборка стандартная. Игольчатый кран перекрыт. Вот это силиконовая, жаропрочная такая прокладка, так скажем, подставка. Здесь вот это соединение, так как оно, капельник, он гибкий, силиконовые вот эти вставки. Все изгибается. Ну и просто, чтобы горячей крышки да, охладитель не касался, я подложил прокладку. Все, ждем набора температуры, вывода колонны для работы на себя. На 3 киловатта переключил. Вышла колонна в работу на себя. Полчаса дам ей. Она небольшая, поэтому с запасом пусть полчаса постоит. Потом буду открывать потихоньку игольчатый кран. Все. Колонна на себя поработала. Температура стояла 74,4. Поставил сигнализацию на 0,2. Отходить никуда не буду. Буду следить. Буду открывать игольчатый кран. 45 градусов примерно. Открываем. И буду отбирать головы. Примерно пол-литра. Тут по расчету. Буду смотреть. Достаточно долгий такой рутинный процесс. Здесь вот так вот наглядно покажу. Вот эта скорость равна примерно 110-120 миллилитров в час. Это уже просто у меня рука набита с игольчатым краном. Поворачиваешь на 45 градусов и вот такая вот скорость сразу же. Даже без капельника наверху. Просто так. С утра еще не проснулся. У нас просто рано. 5 утра. Но я рано просыпаюсь просто там. Пока пробежка, зарядка и так далее. После открытия игольчатого крана температура-то подрастает немножко. Вот как раз, вот она, рабочая температура. И на 0,2 градуса я изменил. Ну, скорость отбора вот голов. Все то же самое. Ну, то есть, все правильно здесь.
А то потом скажут, что у тебя подскочило все. Хейтеров много. Эти ребята не спят, блин. Покруче меня. Круглосуточно не спят вообще. Приступил я к отбору тела. Голову отобрал уже. Последние миллилитры отбирал. Мерный цилиндр. Просто проверял. Там уже пахло очень приятно. Убедился. С гарантией, так скажем. Все, начал отбирать тело. Аромат замечательный. Все, уже встретимся по результатам. Подведем итоги. В принципе, тут все стандартно. Показывает вот 93,5, но с корректировкой на температуру. Здесь сегодня у нас очень жарко. Сейчас 23 градуса, в общем. То есть здесь желаемые 92 плюс-минус. То есть ароматика хорошая. Здесь все стабильно. Поэтому пока отбираю, но уже, как видите, в отдельную емкость. И сейчас уже через некоторое время здесь прекращу отбор, потому что 3,5 это по расчету. Буду сюда отбирать. И дальше уже буду работать нюхачом. Носом. Чтобы не портить основной продукт. По сути, сейчас уже занимаюсь добором по расчету 3,5 литра, желаемой крепости 92 градуса, чтобы ароматика сохранилась. 3 с копейками уже отобрал. Здесь уже закрыл сейчас. Он просто сигнализирует. Сейчас просто покажу, как работает термодатчик по сигнализации. Начинает верещать. Слишком я открыл. 45 это даже много. В общем, я добираю остатки. То есть осталось их тут не более 200 миллилитров. Я сейчас не знаю. Наверное, вполне допускаю, что просто прекращу отбор основного тела. Там хвосты отберу ароматные и отправлю их в контейнер для условно технической спиртовой жидкости. Как-то так. Дорогие друзья, подведем итоги. У меня получилось, по расчету я надеялся получить 3,5 литра готового продукта, тела основного. Я отобрал 3 литра и чуть менее полулитров, потому что после того, как я начал отбирать в отдельный цилиндр, мне уже на каком-то этапе начали проявляться определенные ароматические нотки, которые мне показались не совсем уместными для отбора в основную тару, так скажем. Основная это у меня это получается дополнительная. Здесь по ароматике одинаковый продукт получился. После того, как я отобрал тело, я отдельно отобрал вот такое количество хвостов. Подписал их, они у меня будут смешаны с также зерновыми хвостами. И дальше я уже решу, что с ними делать. Либо они будут участвовать в последующих дистилляциях, либо как отдельная перегонка пройдут у меня очистку. Что касается по крепости, тут с корректировкой на температуру. Температура здесь 25,1 я замерял. Видно, наверное, 25,2, 25,3, 25,2. В общем, с корректировкой на температуру. Сейчас я приближу. Наверное,
даже. Сейчас, секунду. Вот так сделаю, покажу. То есть 92,5, 93 примерно показывает с нижней части. Но с корректировкой на температуру это получается... Ой, прошу прощения за расфокус. Это получается 91,7 примерно, вот так, 92 желаемых. То есть вот по ароматике меня полностью устраивает данный продукт. Перегоном я доволен, что касается вот отбора и ароматических свойств данного продукта такой крепостью. Сейчас я разбавлю до 20 градусов, то есть питьевой крепости соджу традиционного. Почему, кстати, АСП-3? АСП-1 у меня есть, я не могу найти цилиндр 500 мл где-то, чтобы туда АСП-1 поместился. Вот, а куда-то в бутылку это все наливать не хочется. Ну, в принципе, я думаю, тут небольшая погрешность. Вот сейчас разбавлю до 20 градусов, добавлю туда декстрозу в качестве подсластителя. Вот, и, то есть это и смягчение, и подсластитель. То есть в традиционном рисовом соджу добавляется элемент подслащения. Выдержу. Для вас пройдет мгновение, для меня пройдет 2 недели. Вернемся уже на дегустацию. Дорогие друзья, для вас совершенно незаметно, но для меня прошли 2 недели. Здесь напиток, я сразу себя хочу поправить. Традиционный рисовый соджу имеет свою сладость, но сторонний какой-то подсластитель не добавляется. Поэтому тут я был неправ. Сразу себя поправлю. Когда я разбавил напиток до 20-градусной крепости, я еще не отдохнувший напиток, такую, скажем, предварительную пробу, дегустацию провел. То есть вот эта сладость, она естественная, уже ощущалась в напитке. Сейчас напиток отдохнул. Заметно он охлажден был. То есть не в морозилке, а просто холодный, в холодильнике постоял. И я уже за кадром несколько раз продегустировал. Сейчас. Напиток очень мягкий получился. Как я сказал, своя естественная сладость присутствует. По ароматике я бы ее охарактеризовал. У меня, я люблю в рисоварке, есть такой режим, когда рис после того, как он пропарится, есть такая степень его готовности. Это с небольшой поджаркой, так скажем, что ли. Такой как будто печеный вкус, печеный рис, да, или немножко поджаренный. Или даже вот что-то фруктовое такое ощущается. Как будто печеная слива, не слива, абрикос или яблоко. Вот такое что-то фруктовое ощущается в послевкусии. Никакого такого ярко выраженного аромата спирта, спиртуозности, да, такой вот ярко выраженный вкуса или вот аромата не ощущается абсолютно. Пьется очень легко, мягко. Понятно, что крепость в 20 градусов сама о себе говорит, но в целом очень приятный напиток алкогольный получился. То есть для тех из вас, кто никогда не пробовал, не знакомился с этим продуктом, как эксперимент провести и с ним познакомиться, именно в таком традиционном исполнении, я очень рекомендую. Я думаю, многим из вас очень он понравится. В целом, вот и все. Большое вам спасибо за то, что уделили свое время, потратили его на просмотр этого видео. Я думаю, оно получится достаточно таким длительным. Спасибо вам большое за внимание, за то, что посмотрели это видео. Если посчитаете его интересным, полезным для себя, увлекательным, буду признателен за вашу поддержку, за ваши комментарии, за подписку на канал для тех, кто еще не подписался. Можете, если посчитаете, что этот канал будет кому-то из ваших друзей, знакомых интересен, можете порекомендовать его. Буду вам тоже признателен. Большое спасибо, друзья. До новых встреч.